Всем привет, ребят, с вами снова Entropia Production. Решил сделать вот такое вот маленькое объявление перед началом видоса, чтобы вы все дружно понимали, что к чему. Ребята, у меня в каждом видеоролике начало это просто интро. Оно длится где-то минуту-полторы. Я нарезаю красивое убийство, ну как, просто убийство, делаю это как-то более фотогенично, красиво. И только после этого начинается сам по себе видеоролик. Если вам такое действие вообще нравится и так далее, пожалуйста, не забывайте опрокинуть свой лайкус, а также оставить комментарий. Для меня это очень важно, как для начинающего ютубера. Все-таки, сами видите, у меня подписчиков не так уж и много. Но я буду благодарен вам буквально за каждый ваш лайк или комментарий. Ну что ж, ребята, не буду вас дальше затягивать этой всей болтовней. Приятного просмотра. Ну и еще в следующем видосе сделать тоже маленькое объявление. Я надеюсь, всем зайдет, и кому надо будет поставить лайк или что-то вроде. Everybody get your fucking hands up. Ну что ж, ребята, этот видеоролик я буду все-таки озвучивать, поскольку видеоролик называется «Стратегия войны». Я хотя бы немного показываю, что, где, когда произошло, и объясняю вообще ситуацию. Ну и плюс показываю вообще места, какие нужно чекать именно со старта. Например, сейчас я прочекал тупо 3 спавна с заходом на гору, на всякие пожарные. Сразу запрыгнул сюда чисто для того, чтобы залутаться. Потому что у меня как бы в основном задача не стоит не в том, чтобы пойти и развалить всю карту, да, когда я играю соло. У меня задача стоит в том, чтобы облутаться. Все остальное играет просто защитный механизм. То есть не надо искать проблем на свою пятую точку. Лучше всего этих проблем избежать и аккуратненько залутаться. Это даст вам намного больше прибыли. Плюс, когда вы играете именно вот так вот, как вы сейчас видите, то есть я услышал чувака, который бегает без тишины. Я понял, что ему габелла. Давайте будем продолжать дальше смотреть. Я это все в процессе как бы озвучиваю, как смотрю. То есть у меня нет сценария, ребята, я не буду вас херней обучать. Все, он как только вышел, я его убил. И сразу заметил еще одного челика. Может быть, они затимились, а может быть, это просто челик, который выпасал второго. Ну, в любом случае, ребята отгребли пить. Ну, вы меня поняли. И в итоге я их обоих залутал. Причем размотал я их быстро и красиво, потому что у меня СМГ стоит всего лишь 130 тысяч, зато там стоит модификация. Без модификации были бы проблемы. Сейчас я спокойненько себе бегу дальше. Смотрите, сейчас будет прочекиваться местяк. Тут прочекивается не только сама вышка, но еще прочекивается крыша на... Там есть, короче, противные крысы, которые прыгают с этой вышки на ту крышу. И бывают с ними достаточно жесткие проблемы, особенно когда ты забираешься или на вот эту гору, или на дальние. То есть они там могут хорошо закнешиться. Здесь мы выбегаем, чекаем почти всю карту, почти, то есть половину. Эту гору в основном, здесь за камешком. Потом смотрим опять на вышку и прочекиваем сразу там, где мы лутали синий ящик, чтобы у нас никаких крыс не было сзади. Все, мы это все прочекали, там никого нет, вроде бы. Никогда не надо быть уверенным на то, что там никого вообще нету, раз вы никого не увидели. Челик может просто лечь где-нибудь и сидеть ждать, пока что кто-то мимо него пройдет. Дальше мои действия заводят меня тупо на гору. А хули делать, если в яйцах яйца по-другому по-человечески не прочекаешь. То есть яйца нужно чекать с 3 сторон. Видите, там челибопс. Ну, понятное дело, что челибопс крысит. Так вот, эти яйца чекаются с 2 сторон. То есть
О, видите, как по мне начали наваливать со второй горы. К сожалению, я этого типа не заметил, но он, скорее всего, тоже яйца выпасал. Так что я тут подумал, если он такой косой, у меня есть шансы вообще его размотать. То есть не надо было убегать, я не хотел этого. Я думал, он сейчас начнет меня пушить, потому что подумает, что у меня нет хила, что типа я коцанный и все в этом роде. Я вот здесь вот немножечко побегаю и сейчас продолжу. Потому что я уже тут записал определенный отрезок. В этом моменте я по логике вещей поступаю именно так. Юзаю сердечный стимулятор и быстро пытаюсь убежать за гору. Ну, в надежде, что он по мне не начнет шмалять. Хотя по факту он меня видел. Он просто не успел достать свой демьерку из попки. Ну и получилось так, что парень все-таки отъехал. А когда я увидел, что в нем еще и аптечка, это на меня навело на прекрасные мысли о дальнейшем. И все, моя главная задача как бы заключается в том, чтобы его тупо залутать. Но опять же, мы не забываем про того челика, который был в четверке. Его нужно опасаться, он по сути знает, что мы есть, мы ему в спину дали патрон. Вот я думаю, где он может быть, то есть он был в бункере, нет, он не там. И я начинаю прочекать территорию и вижу, что он просто выбегает на открытое пространство. И понимаю, что это мой клиент. Но клиент сразу прячется, и мне приходится менять дислокацию для того, чтобы не срезать. А теперь, ребята, следим за таймером, потому что я ускорил это все на 250%. Потому что сидеть и вот это вот наслаждаться вот этим вот прекрасным видом, такое количество времени, это просто максимально грустно. Что я делаю? Я одеваю на себя броник с аптечкой. И тупо начинаю мансить с вариантом на то, что он как бы меня сейчас размотает в голову. Я лягу, потом поднимусь, он пытается меня запушить, и я его расфигачу с СМГ, да? Ну вот и продолжаем, так сказать. Манс, я решил остановиться, типа постоять. Не, парень вообще не пикает, я понял, что он максимально сыкливый. А раз он максимально сыкливый, я начал думать, что мне делать дальше. Ну, типа, я подумал, ну, хер с ним, с этим чуваком, блин, и все, и типа так, хлоп, и спрятался. Думаю, о, выползла, блин, таракашка, ага. Ну, от тебя мы имеем управу, и сразу же бежим его просто лутать. Тем более, что это, скорее всего, уже сам последний челик на карте, но не факт. Вот такой вот прекрасный карабинчик с него выпал. Сейчас вы увидите, кстати, что это за карабинчик. Я надеюсь, мы все дружненько поржем. Я сначала его, конечно, спрятал в сейф. Я думал, что он действительно хорош там, типа, но все-таки парень ссал же не просто так, правильно? Вообще карабинчик неплохой на самом деле. Вот сейчас смотрим его аффиксы. Но я когда просто это все дело просмотрел, я понял, что чел собирал этот карабин чисто для цвета. Посмотрите, он даже на зеленых патронах. Блин, синих я уже там не помню. Я слишком далеко видео, оно у меня режет немножечко качество. Плюс, смотрите, ребята, я сейчас когда выйду с этого боя, я там что-то говорил. Что-то я там вам распрягал по поводу вот этого всего. Я сейчас попытаюсь как-то симпровизировать. Но я не думаю, что у меня получится, потому что я не помню, что я говорил. Этому видосу уже где-то недели 2. То есть у меня материала много, и я его пытаюсь обработать. По сути, вот именно вот по вот этой карте стратегия довольно-таки неплохая. Но если вы заспавнились именно в той точке, на этой карте очень много разных стратегий ведения боя. Против разных приколдесов, разных крыс и так далее. Я постараюсь вам в будущем напилить контента так, чтобы вы понимали, что к чему. То есть китайцы это максимально адаптивные крысы, которые ховаются в разных щелях, причем они постоянно меняют свои места дислокации. Я не успеваю просто прочекивать, то есть максимальные идиоты. И вот здесь вот я что-то там распрягал. Короче, ребята, скажу вам честно. М-ка фиолетовая, она прикольно выглядит, все аффиксы почти золотые, ну типа круто вся фигня. На самом деле это максимальнейшее говно. У меня на канале есть гайды, советую собирать по этим гайдам оружие. Потому что если вы будете собирать вот такое, вы будете тупо попадать на денежку. Слишком дорого и слишком бесполезно. Также, ребята, всем, кто досматривает мои видосы,
Вот такая вот маленькая благодарочка за то, что вы досмотрите видосы именно до конца, полностью его смотрите. Оставляйте лайк и комментарий. Для меня, поскольку это очень важно, я вот буду стараться почаще выкладывать какую-то очень-очень-очень важную информацию в самом конце. Может быть где-то в середине ролика, может еще где-нибудь. Но лично для вас, для вот таких вот молодцов, которые помогают мне в развитии канала. Спасибо вам большое, ребята. Смотрите и наслаждайтесь. Это просто пиздец. Я желаю всем и каждому таких боев на постоянной основе. Это было настолько приятно, что... Короче говоря, ребят, я понял, в чем проблема. У меня в OBS немножечко слетел микрофон, поэтому голос моего восторга от этого боя, по сути, не записался. Это, к большому сожалению, потому что я не смогу передать те же эмоции, которые я испытывал именно в этот момент. Но я думаю, вы меня сейчас поймете. И вот начиная с этого момента, ребята, я просто бегал тудым-сюдым, искал, где выход из этой катки, как отсюда вообще уйти, почему я лагаю и так далее. Я матерился, на чем свет стоит. Потом я ощутил прекрасные эмоции, эйфории и радости, когда я смог запихнуть это все говно себе в сейф. Вы просто не представляете. Вот посмотрите, насколько я в ахере. Вот просто вот поймите, вот ну, что сейчас со мной происходит. Это просто пиздец. Я вот был в восторге от этих ребят, которые это все сделали. В дальнейшем, конечно, ребята, я сейчас немножечко это уже все обрежу, поскольку голос не записался, к сожалению. Вы уж меня извиняйте. Я буду впредь проверять микрофон. Но я думаю, вы прекрасно понимаете, что сейчас произошло. И в каком я был жестком восторге. А теперь смотрите сам по себе вынос. Кому, кстати, ребята, не интересно смотреть, как я бегаю как таракан и ищу, где бы еще поживиться чем-нибудь, просто перемотайте на 14 минуту, и там уже все будет четко показано, что, где, когда и почему.